Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем строить необычный домик по картинке. Эту картинку я нашла на Пинтересте, мне кажется, так произносится. И она была единственная, там не было никаких ракурсов. И у меня такое ощущение, что, я постараюсь ее вставить, что это вроде бы как Sims, но такое ощущение, что это какой-то мультяшный Sims. Я так и не поняла, что это такое, но мне очень понравился такой дом. Я давно что-то в таком стиле хотела построить, но мне все как-то немножко не хватало фантазии. Поэтому я схватилась за эту картинку, она такая милая, приятная, и этот домик такой утопающий в зелени с этой башенкой, это все так необычно, так красиво, мне безумно понравилось, но у меня, я здесь совершила достаточно большую ошибку, сейчас вы увидите какую, но я оставила все свои мучения, чтобы вы тоже не попали на эту ошибку. Так вот, главная моя ошибка была то, что я сначала сделала дом, а потом решила сделать рельеф на своем участке, потому что по картинке там было видно, что домик немножко на возвышении, и там идут какие-то лестники вниз. Чтобы спуститься на улицу, на основную, нужно спуститься по лесенке. И я сначала, построила дом, потом начала с рельефом. Это, на самом деле, мой первый опыт с такого плана постройки, то есть с рельефом. Я до этого почему-то именно в четвертых Симсах не игралась. То есть раньше в старых Симсах я часто этим пробавлялась, но почему-то в четвертых я никогда так почему-то не делала. Не знаю почему, с чем это связано, но в конце концов я поборола это все дело, я все это вам показала, оставила, чтобы вы тоже не напоролись так же, как и я. Надеюсь, вам это будет полезным. И, в принципе, несмотря на все мои мучения, мне кажется, что такой достойный рельеф получился, то есть несколько лесенок у меня получилось, и они все такие органичненькие, я там протоптала тропки, и мне, мне, в общем, понравилось, я с удовольствием все это делала, потом, когда добавится зелень, будет вообще прекрасно. И второй моей ошибкой было то, что я построила слишком большой дом изначально, то есть я его, он был на основе квадрата, и мне, я не просчитала клетки по окнам и по дверям, сколько они занимают, и построила немножко великовато, из-за чего мне пришлось потом переделывать, немного уменьшать все. А из-за того, что там есть внешний балкон, есть башенка, были небольшие проблемы. И, собственно говоря, я это выяснила именно тогда, когда я начала ставить окна, двери, и я поняла, что какое-то сильно большое расстояние. То есть я все равно ориентировалась на ту картинку, которая у меня была. Опять повторюсь, я не знаю, это реальный дом, нереальный дом, но в любом случае он классный, прикольный, и мне он очень понравился, поэтому я все-таки опиралась на него. Единственное, что какие-то моменты мне не получилось, особенно там внизу башенки были такие полукружева какие-то резные. У меня, конечно же, не получилось, я там не тулилась, не пробовала, у меня не получалось. Второй момент, который меня немножечко смутил, хотя я подумала, что, наверное, так тоже интересно, это два вида окон, которые в этом доме. То есть там со ставнями такие более коричневые, то есть деревянные варианты, и полукруглые такие вытянутые окна белые. Не знаю, я бы так не сделала. Я бы, наверное, если бы делала более маленькие окна, в комплекте, например, я бы, наверное, какие-то тоже похожие сделала. Но, с другой стороны, это тоже интересно, вот эти полукруглые окна, они поддерживают входную дверь, которая тоже закругленная сверху. Что-то в этом есть, и интересно смотрится, в принципе. Ничего такого криминального, конечно, нету, но я бы, наверное, по-другому сделала. И плюс, конечно же, в этом домике меня спасло то, что у нас есть вот эти лестницы вертикальные. Если бы не было этих лестниц, ничего бы не получилось. В любом случае, не то, что ничего бы не получилось, просто в каждой комнате практически посередине была бы лестница, потому что строение этого дома предполагает, что верхний этаж сдвинут на 2 клетки, и поэтому состыковаться практически невозможно с обычной лестницей. В общем, она бы была где-то там именно посередине. Плюс такой маленькой приятной деталькой, интересной, как мне показалось, было то, что фонтанчик стоит прямо при входе, он с этими птичками. Мне очень нравится этот фонтанчик, он такой нежный, приятный, эти птички, это так мило трогать
замечательно. В общем, мне очень нравится. Я добавила просто кучу деревьев, немного травы, немного папоротника, парочку кустов. Как бы здесь не предполагалось какой-то такой красивый ровненький садик, а именно какой-то такой просто заросший холмик, на котором стоит этот дом. И чем более беспорядочен этот холмик и эти растения, тем лучше. Единственное, что с деревьями пришлось поиграться, с их высотой, потому что были деревья, которые перекрывали домик, которые не доставали до домика. В общем, нужно было как-то этот вариант пробовать. Все пришлось пробовать. И потом я наконец-то приступила к планировке, и тут я поняла, что я не знаю, как все располагать, нужно еще где-то ванную. На первом этаже я сначала думала, что будет кухня, но я потом поняла, ну как-то заходите сразу на кухню, плюс на втором этаже есть этот балкончик, который можно использовать для еды. Ну, то есть не для еды его использовать, а для того, чтобы поставить какой-нибудь столик и там использовать именно как мини-столовую, что ли, ну, как-то так. Поэтому я расположила как раз-таки на втором этаже кухню. И тоже с этими лестницами, я, конечно, понимаю, что все они не упадут, но мне все время хочется оградить эти лестницы, как-то они так торчащие из пола, немного всегда мне странно в интерьерах смотрятся, то есть когда они вышли, это, конечно, круто, мне тоже так нравится, и это как бы расширяет возможности постройки домов, но вот эта дырка в полу меня вообще немножко смущает, и в каждом своем доме, в котором я использую, я как-то всегда мучаюсь с этим местом, то есть мне хочется оградить, мне хочется что-нибудь туда поставить, что-нибудь сделать. Ну вот в спальне я немножко все-таки отгородила, сделала такую более, как мне кажется, удобный уголочек с переходом в ванную, но все равно как-то немного, в общем, меня это смущает. И плюс я сначала подумала о том, что здесь должны жить какие-то пожилые люди, ну вот, типа, они там достойно работали всю жизнь, и теперь у них есть время отдохнуть, насладиться жизнью, насладиться отдыхом, видом и так далее. Но сейчас понимаю, что, черт побери, они же туда не заберутся. Нужно преодолеть целых 2 вертикальные лестницы, чтобы доползти до кухни, до спальни. Если ты, например, в спальне хочешь попить чаечек, то тебе нужно очень сильно постараться, потому что из кухни придется ползти по вертикальной лестнице вместе с кружкой. Но, думаю, для тех жителей, которые уже давно живут в таких домах, они уже как-то находят варианты, как это сделать. И вот, кстати, на комоде расположила очень много всяких уточек, курочек, как раз-таки в смысле о том, что здесь какие-то такие пожилые люди, которым нравятся такие статуэтки. На самом деле мне тоже нравится, хотя я не пожилой человек. Вот, но мне тоже нравятся такие штуки. Вот, но мне кажется, это достаточно мило. И получилась такая достаточно маленькая ванная, хотя, казалось бы, она стандартная, но что-то мне в последнее время сложно в них разместиться. Я все тулила какие-то шкафчики стандартные. Потом поняла, что они вообще никак не помещаются, поэтому я решила обойтись полками, заполнить полки какими-нибудь вещами, всякими баночками, скляночками и всяким таким, чтобы это все наверх немного убрать, то есть не поставить на пол эту большую штуковину в виде шкафчика ванного, а все-таки сверху это сэкономило пространство. В кухне я очень долго хотела какой-то камин, если честно, я предполагала, что у меня там будет камин, но они все такие здоровые. Казалось бы, дом такой не сильно крошечный прям, ну вообще не крошечный на самом деле, но он почему-то такой достаточно маленький, но вот за счет еще лесенок и всего прочего он получился достаточно маленький, поэтому как бы от камина пришлось отказаться, но я поставила свой любимый сервант, я его очень на самом деле люблю, он какой-то такой по сравнению с остальными, которые прям, знаете, такую на одну клеточку с всякими тарелочками, они, конечно, тоже красивые, есть очень много видов, уже спасибо разработчикам.
Они достаточно симпатичные, они разбавляют немного кухню или столовую. Но вот этот, он какой-то самый симпатичный, как мне кажется. Он такой самый, вроде как и непритязательный, но он самый жизненный. Плюс там можно еще что-то дополнительно поставить. И это какое-то такое воспоминание с детства, что раньше были такие, на самом деле, серванты, так, ну, с таким расположением полок и всего такого, что все знали, что на первой полочке где-то там в кружечке обязательно лежат, в чашечке в такой кофейной лежат сережки золотые, где-нибудь в сахарнице денежка лежит. В общем, это какая-то такая давнишняя приятная история, и все знали, что там лежат дорогие какие-то вещи, но все знали, но ни у кого ничего не пропадало, к счастью. Ну, по крайней мере, у моих родственников, у моих знакомых ничего с этим не случалось. Кухню я сделала в таких темно-мятных цветах. Я, кстати, первый раз использовала вот эти половинки тумбочек, то есть это как полукруглые штуки, чтобы заканчивать типа тумбы. Я их первый раз использовала, и я сначала хотела сделать продолговатую такую стойку, где можно было бы, например, кушать, потому что потом я еще сделаю место на балконе все-таки, где можно выйти покушать, но потом я поняла, что их можно совместить и сделать круглую штуку, а почему бы и нет, почему бы не поэкспериментировать. Плюс есть стульчики, которые прекрасно подходят со спинками. Я всегда, кстати, очень люблю выбирать барные стулья со спинками, потому что мне кажется, барные стулья без спинок – это издевательство. Мало того, что ты и так сидишь немножко в подвешенном состоянии, потому что зачастую ноги до пола не достают, а тут, если у тебя еще и нету опоры сзади, нету спинки, мне кажется, это чисто издевательство. Поэтому я стараюсь выбирать со спинками. Мне кажется, это все-таки более комфортное такое. В общем, я заставила свой любимый сервант и перешла к балкону. Здесь самый простой столик и стульчик. Я, кстати, очень люблю вот эти плетенки. Они настолько простые, но настолько какие-то изящные, ненавязчивые, под все подходящие. В общем, я очень их люблю, и поэтому, на самом деле, часто использую. Плюс они есть очень веселеньких цветов, что не может не радовать. В башенке я решила расположить что-то типа кабинета. Я решила не отделять дверью этот кабинетик, чтобы не перекрывать пространство, хотя вот опять-таки такую полустеночку я сделала, чтобы все-таки отделить пространство и отделить лестницу. И я сначала думала, что кабинет будет крошечный, но на самом деле я потом так подрасположила все, и получился вполне себе полноценный кабинет. То есть там стол есть со всем необходимым, книжные полки, книжный шкаф отдельный, есть пуфик, где можно посидеть немножко отдохнуть, почитать что-нибудь, есть там чемодан с книжками, в общем, все, что нужно для кабинета, все есть, и как бы все поместилось в этой крохотной башенке, все отлично получилось. Я не знаю, кто будет работать за этим столом, но я не решилась поставить ноутбук, потому что мне показалось, что здесь как-то такой супер техники не должно быть. Все-таки какой-то такой ретро-домик. Может быть, здесь живут те, кто, там, например, устали от городской суеты, и им захотелось что-то такое более комфортное, более домашнее, такое, знаете, отдаленное от людей и так далее. Не знаю. Мне кажется, кто-то здесь явно будет хорошо жить, поживать с большим удовольствием. И на первом этаже, как я и говорила, я расположила комнату, зал, гостиную, прихожую, все вместе поместила. То есть вначале идет такой маленький кусочек прихожей, где человек может зайти, там, не знаю, переобуться, положить ключи, положить какую-то мелочь, повесить свою куртку и как бы пройти дальше, либо залезть в кухню, либо остаться на первом этаже. То есть как бы дальше уже такое полноценное дальше идет гостиная с телевизором, с большим диваном комфортным. Надеюсь, он все-таки будет комфортен. И плюс я поставила 2 таких гигантских шкафа книжных. Они так немножко мне такой советский ретро-шик напомнили, когда такие, знаете,
стояли большие-большие серванты, стенки, где в нишке был телевизор. То есть я им телевизор все-таки поставила этим товарищам, которые здесь будут жить. Но он, этот маленький, старенький, из эко-жизни, мне кажется, он хорошо вместился. То есть чисто технический телевизор есть, но в основном, конечно, здесь уделено внимание книжным полкам, поэтому как бы предполагается, что человек, скорее всего, будет сидеть в этом на большом мягком диване и будет все-таки читать, а не смотреть телевизор, но если все-таки надоест, то можно немного посмотреть. Все, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось. Я постараюсь прикрепить обязательно картинку, чтобы вы сравнили то, что у меня получилось, и то, что предполагалось. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.